Пожалуй, первым делом сделаю небольшую палку-копалку, чтобы палки фиксировать в земле. Мне довольно-таки вовремя попалась на глаза подходящая ветка рогатулина, и фантазия дорисовала в голове нужные формы. Осталось воплотить мысли в реальность, убрать лишнее. О. Нормально так. Топориком еще подровняю сейчас. Это не сосна, и вообще древесина в наших краях по большей части жесткая, обработке поддается с трудом. Но зато твердость, прочность и вязкость играют на руку устойчивости к износу этого примитивного инструмента. Кора все равно будет лохматиться, так что решил убрать ее сразу. Ничего. Нормально так. Роет. Вот такой агрегатин. Агрегатель. Местная почва глина давно пересохла на большую глубину, ведь дождей не было месяца 3. Сетка трещин. Трещины, трещины, сплошные трещины. Пыляка. А здесь еще и все переплетено корнями. Посмотрим, как покажет себя палка-копалка в этих диких условиях. Похоже, некоторые корни даже перерубает. Объем работ предстоит небольшой, так что, думаю, вполне выдержит. В планах сделать здесь утепленное укрытие-убежище, такое, чтобы можно было зимой повыживать на природе, да и поэкспериментировать с печками нашей разработки в сравнительно диких условиях, когда прохладно. Если получится и планы обрастут реальностью, проект будет развиваться, покажу. До Танюхиной камышовой виллы и зеленой хижины мне пока далеко, конечно. Ссылка в описании. Но кому интересно подобные направления, подписывайтесь, чтобы видеть уведомления о новых публикациях. Ну, в общем-то, конструкция, основной каркас стоит. Благодаря ямкам ноги каркаса никуда не разъезжаются. Нормально мой вес держит и с той стороны. Ямок наткнулся на провал в нору слепошинную. И вот он уже пришел и забил ее. Ну, все равно засыпать планировалось. Вот он так сделал.